Тибетские монахи известны своими уникальными способностями, которые кажутся невероятными для большинства людей. Они достигают этих навыков благодаря многолетней практике и медитации. Одной из таких способностей является телепортация. Монахи могут перемещаться на большие расстояния за короткое время, преодолевая физические ограничения. Они также могут управлять своим телом и духом, чтобы контролировать температуру своего тела. Монахи могут согреваться в холодных условиях или охлаждаться в жару. Кроме того, у тибетских монахов есть способность читать мысли и предсказывать будущее. Они могут использовать эти навыки, чтобы помогать людям и предсказывать события. Такие уникальные способности достигаются благодаря многолетней практике и медитации. Техники дыхания и визуализации являются важными компонентами практики тибетских монахов. Они помогают монахам достичь глубокого состояния медитации, в котором они могут контролировать свой ум и тело. В этом видео мы исследуем, были ли тибетские монахи действительно наделены паранормальными способностями и возможно ли нам раскрыть свой потенциал так же, как они, в наших современных условиях жизни. Мы также обнаружили несколько техник, связанных с дыханием, мантрами и визуализацией, которые помогают достичь концентрации, убрать отвлекающие мысли и сосредоточить ум. Я провел более 7 месяцев в Тибете и познакомился с тибетским монахом по имени Панквазакси. У него были глубокие познания в медицинских навыках, а также он владел искусством божественной ходьбы и огненного дыхания. Однажды я сопровождал Панквазакси, чтобы помочь вылечить одного жителя деревни. Деревня находилась через грубую горную тропу, на которую уходило более часа ходьбы. Вскоре после начала пути Панквазакси внезапно остановился, помолчал мгновение, а затем взлетел в воздух и полетел к огромному камню на горной стороне. Затем он снова взлетел и помчался к вершине горы. Когда я прибыл в дом жителя деревни, Панквазакси уже был там около часа. Когда хозяйка дома готовила чай для меня, Панквазакси поразил меня еще раз другим проявлением своих паранормальных способностей. Он вскипятил воду в чайнике. Я едва мог поверить своим глазам, будто находился в романе о боевых искусствах и свидетельствовал о поразительно божественном навыке. Охваченный сильным любопытством, я не мог удержаться от вопроса, не является ли Панквазакси перевоплощенным бессмертным. Панквазакси рассмеялся и ответил, что это паранормальные способности, которые он выработал через медитацию и другие практики, раскрывая их потенциал с помощью мантр. Панквазакси также раскрыл мне, что некоторые паранормальные способности являются врожденными, но большинство приобретается через послеродовое развитие. Он упомянул некоторых мастеров и живых Будд, которые сами являются перевоплощенными Буддами и обладают обширными паранормальными способностями. Панквазакси также упомянул известную женскую живую Будду по имени Зорн Чува. Она обладает исключительными дарованиями и может свободно менять формы. Когда она была молодой, она часто превращалась в мальчика или монаха и бродила по окрестностям, и даже общалась с птицами и другими существами природы. Еще более невероятно, что она могла превращаться в бессмертного и летать среди гор. Существует множество видов паранормальных способностей, как врожденных, так и приобретенных, и они имеют две цели – самосовершенствование и помощь другим. Помимо навыка божественной ходьбы и огненного дыхания, некоторые старшие монахи могут мгновенно перемещаться в другие места через медитацию и концентрацию, осуществляя трансценденцию пространства. То, что мы называем телепортацией. Некоторые монахи обладают способностью являться воплощениями, которые могут превращаться в другие формы с помощью магических методов.
чтобы помочь распространять дхарму или спасать живые существа. Некоторые могут ходить по воде или медитировать, зависая в воздухе. Некоторые обладают способностью предвидения событий через медитацию и необычайное прозрение. Тибетские медицинские монахи могут исцелять людей через передачу энергии. Некоторые обладают способностью проходить сквозь твердые преграды, такие как стены, скалы или другие объекты, используя загадочные силы. Есть также те, кто обладает ясновидением и яснослышанием, способностью наблюдать вещи на расстоянии и слышать далекие звуки. Некоторые монахи могут приумножать буддийские бусы или сокровища через свою практику, превращая одно во множество. Через эти практики монахи могут управлять своей энергией, такой как регулирование температуры тела, контроль дыхания и изменение своего физиологического состояния. Согласно описанию Александры Давид-Ниэль в ее книге «Магия и тайны Тибета», божественная ходьба монаха происходит следующим образом. Монах сначала входит в глубокое состояние транса. После этого он с поразительной скоростью прыгает на 10 метров в высоту и мгновенно пролетает 30 метров. Затем он касается земли ногой и снова взлетает. Когда Александра Давид-Ниэль пыталась подойти к монаху, выполняющему божественную ходьбу, другие монахи ей сказали, что нельзя останавливать или разговаривать с ним во время его медитации. Это неизбежно приведет к его смерти, так как если его медитация будет прервана во время путешествия, божество внутри него вырвется, разрывая его тело. Причина, по которой божественный ходок может выполнять такие трюки, заключается в том, что половина его атомов и молекул входит в параллельное время и пространство, существуя наполовину в этом пространстве и наполовину в другом. Это позволяет ему достигать таких поразительных паранормальных способностей. Но как они учатся всем этим паранормальным способностям? Книга Александры Давид-Ниэль объясняет, что для обучения этим способностям необходимо много лет практиковать различные техники дыхания. Наставник учит их мантрам, которые нужно ритмично повторять во время практики, для того, чтобы достичь быстрых результатов. А шаги должны синхронизироваться со слогами мантры. Согласно описанию в книге, развитие паранормальных способностей у тибетских монахов происходит следующим образом. Многолетняя практика. Монахи должны практиковать различные техники дыхания и медитации на протяжении многих лет, чтобы подготовить себя к развитию сверхъестественных навыков. Обучение мантрам. Опытные наставники обучают монахов специальным мантрам, которые те должны ритмично повторять во время практики. Синхронизация движений. Важно, чтобы шаги монахов синхронизировались с ритмом произнесения мантры. Это позволяет им достигать впечатляющих результатов в развитии паранормальных способностей. Таким образом, развитие невероятных паранормальных навыков, таких как божественная ходьба, левитация и телепортация, требует от монахов многолетней упорной практики различных техник медитации и дыхания под руководством опытных наставников. Ключевым элементом является ритмичное произнесение специальных мантр, синхронизированное с движениями тела. Только такой комплексный подход позволяет монахам достичь столь впечатляющих паранормальных возможностей. Можно выделить 3 ключевых аспекта развития паранормальных способностей у тибетских монахов. Глубокий транс. Глубокое трансовое состояние достигается через длительную практику медитации. В последние годы исследователи провели строгие научные эксперименты и подтвердили, что обычные люди после тренировки также могут развивать паранормальные способности, как и тибетские монахи. Параллельное пространство. Исследователи обнаружили,
что паранормальные силы являются результатом установления связи человека с продвинутыми существами в параллельном пространстве через небесный глаз, которых в буддизме называют божествами. С помощью этих существ можно достичь различных паранормальных способностей. Мантры. Ритмичное повторение специальных мантр, синхронизированное с движениями тела, является ключевым элементом в развитии паранормальных навыков у тибетских монахов. Кроме того, в Тибете существует множество легенд о паранормальных способностях и приводят примеры недавних сенсационных случаев, таких как отпечатки рук на камнях и следы ног на камне, оставленные мастером в детстве. Это свидетельствует о том, что древние монахи, вероятно, обладали тайными знаниями о мире и человеческом сознании, которые они не раскрывали широкой публике. Некоторые из учений, которыми владели древние монахи, могут быть трудно понимаемыми, и монахи могли изучать их в течение многих лет, чтобы полностью осмыслить их значение. Однако это не обязательно означает, что монахи скрывали эти знания от широкой публики. Скорее, они могли считать, что эти знания не подходят для всех людей, или что люди должны достичь определенного уровня духовного развития, чтобы понять их. Среди тайных знаний древних монахов могли быть практики и методы, связанные с медитацией, йогой и другими формами духовного развития. Они также могли изучать философские и религиозные трактаты, которые не были доступны широкой публике. Некоторые люди считают, что древние монахи обладали сверхъестественными способностями, такими как телепатия и телекинез. Важно отметить, что в буддизме и других духовных традициях существует концепция дхармы, которая описывает учения и принципы, направленные на достижение просветления и осознанности. Монахи стремились следовать этим принципам и помогать другим людям достичь духовного развития, а не скрывать знания от них. Таким образом, хотя некоторые учения древних монахов могли быть сложными для понимания, их цель заключалась не в сокрытии знаний, а в помощи людям на пути духовного совершенствования в соответствии с принципами буддизма и других духовных традиций. Техники дыхания играют важную роль в практике тибетских монахов. Они помогают монахам достичь гармонии, уравновесить свою энергию и улучшить практику медитации. Вот несколько популярных техник дыхания, используемых монахами. Дыхание через правую и левую ноздри. Эта техника помогает уравновесить энергию, улучшить кровообращение и снизить стресс. Практикуя попеременное дыхание через ноздри в течение нескольких минут каждый день, вы можете помочь исправить дисбаланс в вашем мозге, улучшить сон, успокоить ваше эмоциональное состояние, активизировать ваше мышление, успокоить вашу нервную систему. Дыхание через живот. Монахи сосредотачиваются на дыхании, делая акцент на движении живота. Они глубоко вдыхают через нос, расширяя живот, и медленно выдыхают через рот, втягивая живот. Это помогает расслабиться, снизить стресс и улучшить циркуляцию кислорода. Дыхание со счетом. Монахи могут использовать счет во время дыхательных упражнений, например, вдыхая на счет до 4, задерживая дыхание на счет до 4 и медленно выдыхая на счет до 4. Это помогает улучшить осознанность и устойчивость в медитации. Внимательное дыхание. Монахи сосредотачиваются на своем дыхании, наблюдая за каждым вдохом и выдохом без суждений или оценок, осознавая его присутствие в настоящем моменте. Это помогает развивать осознанность и присутствие. Таким образом, разнообразные техники дыхания являются важным инструментом для тибетских монахов в их духовной практике, помогая им достичь гармонии, уравновесить энергию и углубить медитацию.
Визуализация является важной техникой, которую тибетские монахи используют для сосредоточения ума и достижения глубокого состояния медитации. Эта практика основана на способности мысленно представлять образы и сцены. Например, монахи могут визуализировать светящийся шар, находящийся в центре их тела, и представлять, как он наполняет их энергией и силой. Во время визуализации монахи сознательно создают эти образы в своем воображении. Эти образы могут быть разнообразными, от символов или предметов до природных ландшафтов или абстрактных концепций. Цель заключается в том, чтобы полностью погрузиться в эти визуализации и насытить ими свое сознание. Визуализация помогает монахам укрепить свое сосредоточение и умение контролировать мысли. Они могут использовать визуализацию для развития сострадания, мудрости или достижения определенных духовных состояний. Важной частью визуализации является детализация и ясность образов. Монахи стремятся, чтобы образы были яркими, четкими и реалистичными, используя цвета, звуки и другие чувственные элементы. Практика визуализации требует постоянной тренировки и упражнений. Развивая свою способность к ясной и стабильной визуализации, монахи также могут получать наставления от более опытных монахов или учителей. Это очень мощный инструмент, который помогает тибетским монахам расширить свое сознание и достичь глубокого понимания себя и окружающего мира. Помимо визуализации, тибетские монахи также используют мантры для сосредоточения ума и достижения глубокого состояния медитации. Мантра представляет собой звуковую форму медитации, которая помогает монахам сфокусироваться на определенном звуке или слове. Эти мантры могут произноситься вслух или в уме и могут состоять из одного или нескольких слов на различных языках, включая санскрит и тибетский. Каждая мантра имеет свое значение и может быть связана с определенным божеством или качеством. Монахи используют мантры для различных целей, таких как сосредоточение, очищение ума, развитие сострадания и достижение определенных духовных состояний. Во время медитации они могут повторять мантры снова и снова, чтобы помочь сосредоточить свой ум и убрать все отвлекающие мысли. Одной из самых известных мантр является «Ом Мани Падме Хум», связанная с Бодхисаттвой Авалокитешварой и используемая для развития сострадания и любви к ближнему. Другая известная мантра «Ом Мани» связана с божеством Манджушри и используется для развития мудрости и интуиции. В то же время некоторые навыки, такие как божественная ходьба и огненное дыхание, упоминаемые в тибетском буддизме и других духовных традициях, носят мифологический характер и не имеют научного объяснения или подтверждения. Они относятся к области фантастической литературы и религиозных преданий, а не к реальному миру. Хотя в тибетском буддизме и других духовных традициях могут присутствовать истории о монахах, обладающих сверхъестественными способностями, такие повествования обычно рассматриваются как символические или аллегорические. Их цель — передать глубокие духовные учения и принципы через образы и рассказы. В реальной жизни тибетские монахи фокусируются на развитии своего ума, практике медитации, этики и служении другим людям. Их основная цель — достижение просветления и осознанности, а не демонстрация паранормальных способностей. Важно понимать, что мифологические и символические элементы в религиозных и духовных традициях имеют свое значение. Они помогают людям понять и принять глубокие духовные учения через понятные образы. Существует множество причин, почему современные люди не могут достичь того же уровня развития паранормальных способностей, что и древние монахи. Это может быть связано с отсутствием подходящей атмосферы и сообщества единомышленников,
современным образом жизни, недостатком времени и негативным воздействием окружающей среды. Достижение паранормальных способностей требует многих лет практики, усилий и преданности, что в современном мире довольно сложно. Тем не менее, это не означает, что это невозможно. Главное — сосредоточиться на развитии ума, медитации и духовном росте, следуя примеру тибетских монахов.